Друзья, всем привет! Меня зовут Тихон, и вы на моем канале. Наконец-то за окном уже теплеет, и самое время начать заготавливать ваши любимые рецепты для шашлыка. Сегодня я подготовил для вас классический рецепт шашлыка в кавказских традициях, и сегодня мы будем готовить его из свиной вырезки. Свиная вырезка отлично подходит для шашлыка, в ней всего 5-6% жира, а остальное хорошее, насыщенное, мягкое мясо. Такому мясу не нужно никакого сильного маринада, для него отлично подойдет лук. Первое, с чего мы начнем, это зачистим нашу свиную вырезку от лишних пленок. Аккуратно, не перепутайте ее с жиром. Цепляем ножом и срезаем тоненькие пленочки. В магазинной вырезке этих пленок практически нет. Посмотрите, вот так вот они выглядят. Перламутровые, немножко переливаются на свету. Их достаточно трудно перепутать с жиром. В принципе, пленки можно не очищать, но на самом деле во время жарки они будут достаточно жесткими, и мясо получится трудно разжевываемым. Теперь самое важное — хорошо нарезать наше мясо. Кусочки должны быть и не очень большими, и не очень маленькими. Если мы режем кусочки слишком тоненькими, то мясо быстро пересушится, и шашлык будет совсем не сочным. Поэтому режем его вот такими вот средними кусочками. Толщина получается примерно 3 сантиметра, я бы даже сказал 2. Вырезка отличное, нежное и мягкое мясо. И пока мы не убрали наше мясо в сторону, давайте сразу его поперчим. Лучше использовать смесь перцев, и обязательно, чтобы помол был крупным, не используйте мелкую пудру. Дайте мясу насытиться именно вкусом перца, который потом не будет гореть во время жарки. Вот так, отлично. И отложим нашего главного героя в миску, сейчас она нам не понадобится. Займемся нарезкой лука. Для настоящего кавказского шашлыка лук обычно берут 1 к 1, но в зависимости от того, какое мясо, это количество лука может быть уменьшено где-то до 70%. Вырезка мяса достаточно нежная, поэтому на килограмм вырезки 700 грамм лука будет более чем достаточно. Нарезаем его тонкими полукольцами. Не жалейте лука, мясо скажет вам спасибо. Что касается времени мариновки, тут все зависит от того, какие куски по размеру и какое качество мяса вам досталось. Опять же, вырезка достаточно нежное мясо, но тем не менее лучше всего мариновать 10-12 часов. Мы никуда не торопимся. Шашлык — это целый ритуал, как китайский зеленый чай, например, когда люди собираются вокруг стола, заваривают чай, одеваются в специальное одеяние. И также и с шашлыком не нужно торопиться. Дайте мясу хорошо промариноваться, и вы насладитесь настоящим вкусом шашлыка. Если сроки вас поджимают, и у вас где-то 4 часа или даже меньше, я рекомендую натереть лук на терке, тогда он даст больше сока, и вы более быстро сможете промариновать ваше мясо. Но такой лук горит, и его достаточно тяжело очистить от мяса. Полукольца же с мяса убрать очень легко, и он никогда не пригорит. Сейчас самое главное — не заплакать. И теперь, чтобы наш лук дал больше сока, нам нужно хорошенько помять его руками. Хорошенько переминаем. Ох, ох, ох. Господи, как хочется плакать. Напишите в комментариях, кто плакал на этом моменте. О, я даже дышать не могу, если честно. Ну все, лук дал свой сок, и мы закладываем туда мясо. Теперь нам нужно все это хорошо перемешать.
Хорошенько разминаем мясо и лук, чтобы все соки ушли в мясо. Ведь этого мы и добиваемся. Все, на этом этапе мы больше с мясом ничего делать не будем. Солить мы его тоже сейчас не будем, чтобы соль не вытянула лишние соки из нашего мяса. Отправляю его в холодильник на 12 часов при температуре 4 градуса. А с вами мы увидимся на свежем воздухе и пожарим наш шашлык. Ну что, давайте начнем жарить. Ну что, угли дошли до нужной температуры, пускай они еще чуть-чуть прогорают. Самое время надеть наше мясо на шампуры. Перед тем, как выезжать сюда на шашлыки, я сразу достал наше мясо, освободил его немножко от лука и привез его в пластиковом контейнере. Я не рекомендую хранить мясо в пластиковых контейнерах, потому что из пластика выделяются канцерогены, это не очень полезно. Поэтому, за полчасика, если вы уже куда-то едете, можно переложить в пакеты для удобства или в какие-то контейнеры. Посмотрите, какое мясо у нас получилось. Смотрите, вот такие вот нежные, мягкие кусочки. Лук воздействовал на структуру мяса, а оно стало абсолютно мягкое. Вырезка-то сама по себе нежная, а теперь она вообще отличная. И насаживаем наши кусочки на шампуры. Не очень плотно, чтобы каждый кусочек хорошо прожарился. Вот так. Если видим лишний лук, его убираем, чтобы он у нас не горел. Шампур просто мягчайше проходит через волокна мяса, без какого-либо усилия. Разве может быть что-то лучше, чем весна? Первый снег сходит, проявляется земля, а мы уже жарим мясо. Напишите, какая температура стоит у вас за окном. Выбирались ли вы уже на шашлыки? И вообще, как у вас есть весеннее настроение? Отлично. Теперь нам нужно посолить мясо. Если помните, во время мариновки мы наше мясо не солили, поэтому теперь хорошенько его посолим. Разравниваем наши шашлыки. И теперь хорошенько присыпем их солью. Отлично. Самое время их жарить. Как говорил мне один мой знакомый грузин, нужно дождаться, чтобы угли покрылись седым пеплом. Это значит, что из них ушло все зло, жар стал теплым, и в этот момент уже можно жарить наше мясо. Выкладываем шампуры на небольшом расстоянии друг от друга. Все, теперь осталось ждать. Не торопитесь переворачивать шашлыки в первые 30 секунд, не надо проверять, дайте углям сделать свое дело. Первый раз переворачиваем через 1,5-2 минутки, когда аромат, который разносится по воздуху, уже невозможно терпеть. Посмотрите, какие красавцы.
Давайте еще раз перевернем. Ну что, как и полагается хорошему шашлыку, прошло где-то 14, может быть 15 минут. Самое время снимать, мне уже не терпится их попробовать. Ведь хорошему мясу не нужно много времени, чтобы прожариться. Если кусочки порезаны хорошо, то мясо равномерно пропекается со всех сторон. Давайте посмотрим. Посмотрите, просто восхитительно. Со всех сторон красивая румяная корочка. Давайте снимем. И как любому хорошему мясу, шашлыку нужно дать отдохнуть. И в лучших кавказских традициях мы выкладываем на лавашек. И я заготовил немножечко лучка с зеленушкой. Давайте посыпем. Это великолепно. Давайте накроем его лавашиком и пусть отдохнет буквально 1-2 минутки. Соки равномерно распределятся по мясу и вкус получится просто волшебный. Ждем. Ну что, прошло где-то 2 минутки, давайте снимем наших красавцев-шампуров. Смотрите, первый признак того, что мясо готово, оно легко сходит с шампура. Давайте попробуем. Смотрите, мясо полностью пропеклось. Отлично. Мясо нежное по структуре. Вырезка, она абсолютно не жирная, только насыщенный, хороший вкус мяса. Классический кавказский шашлык, я считаю, просто великолепен в своей простоте. На этом у меня все. С вами был Тихон. Не забывайте подписываться на канал, вступайте в группу ВКонтакте, нажимайте лайк и пишите рецепты ваших любимых шашлыков. Пока!